Известный турецкий продюсер Фарук Тургут впервые подробно прокомментировал самые громкие кадровые изменения в популярном сериале «Клюквенный щербет». В откровенном интервью он объяснил причину ухода ключевых актеров, ответил на слухи о влиянии сценаристки Мелис Дживилек и ее дочери Фейзи Дживилек на кастинг, рассказал об увольнении Доукана Гюнгера, будущем Фейзи Дживилек после скандала, а также раскрыл, кто покинет сериал и какие новые персонажи появятся в следующем сезоне. Предлагаем вашему вниманию это интервью в формате вопрос-ответ. Ведущий. Больше всего в сериале «Клюквенный щербет» нас расстроил уход госпожи Пембе. Фарук Тургут. Да, вокруг этого было много разных спекуляций, но правда вот в чем. Если вы обратите внимание, в «Клюквенном щербете» очень высокая ротация актеров. Если бы Пембе осталась, то что мы бы дальше писали? Все то же самое, одно и то же по кругу. Пембе ушла, пришла Ишил, и история перешла в совершенно другое русло. Изменилось развитие персонажа Абдуллаха. Затем Ишил ушла, пришла Салкым, и сюжет снова эволюционировал в другом направлении. Если не менять этих персонажей, невозможно делать долгоиграющий сериал. Если бы это был сериал всего на 2 сезона, проблем бы не возникло. К тому же, Сибель Ташчоглу мы проработали вместе почти 90 серий. Ведущий. Но был один момент, который ее очень расстроил. Она рассказывала мне, что о своей смерти в сериале ей сообщили всего за 2 недели до съемок или вообще в последнюю неделю. Это правда? Допустим, люди купили дом, оформили автокредит, а потом им говорят: «Все, твоя роль закончилась, до свидания». Фарук Тургут. Да, ей сообщили за 2 недели. Но понимаете, логика работы над сериалом такова. Я сам, например, не знаю, что будет через 5 серий. Сценарист звонит мне и говорит: если мы выведем этого персонажа, история перейдет на совершенно другой уровень развития, поэтому давайте уберем этого героя и введем нового. А когда потом падают рейтинги, именно я спрашиваю с автора сценария, я говорю: рейтинги падают, что происходит? Ведущий. А в этом сезоне еще кто-то уходит? Фарук Тургут. Да, конечно, есть те, кто уходит. Те, кто должен был уйти, уже ушли. Персонаж Чимен покинул сериал. Вместо нее придет другая актриса и сыграет эту роль. Мы также расстались с госпожой Алие, которая исполняла роль Сönmez Ханым. Я очень преданный своему делу продюсер. Когда госпожа Алие практически не снималась в сериалах, именно я пригласил ее, и на протяжении многих лет мы продолжали с ней работать. Можно сказать, поддерживали сотрудничество. Но каждый год возникала одна и та же проблема. Она начинает считать себя незаменимой в этом сериале и говорит: «Я хочу вот такую сумму». Еще 2 сезона назад, перед финалом сезона, мы даже придумали сюжет, в котором она якобы отправлялась в путешествие. Потом ситуация изменилась. Она пошла на уступки, а мы сделали то, что было необходимо, и в итоге договорились. Я пытаюсь объяснить следующее. Нужно учитывать условия, в которых сегодня находится телевизионная индустрия, систему оплаты, проблемы с рекламными доходами. В конце концов, я занимаюсь бизнесом. Я обязан распределять имеющийся бюджет максимально справедливо между всеми, чтобы проект мог продолжать существовать. И когда актер говорит мне: «Меня не волнует, насколько тебе повысили бюджет, я хочу именно столько», мне приходится отвечать: «Извините, но нет». Потому что речь идет не только об одном актере. У тебя в подчинении около 150 человек. Кроме того, я из тех продюсеров, кто, получая увеличение финансирования телеканала, естественно отражает это и на гонорарах актеров. Это прописано в договорах каждого. Но если кто-то начинает требовать что-то сверх условий контракта, нам приходится говорить: «Извините, но нет». И еще, я показываю всей отрасли одну простую вещь. Когда главным является сам проект, уход одного актера ничего не меняет. Из «Клюквенного щербета» кто-то уходит, кто-то приходит, а на рейтингах это никак негативно не сказывается. Наоборот, сериал чувствует себя очень хорошо. Ведущий. Хорошо, тогда давайте поговорим о слухах, которые ходят в индустрии. Может ли сценаристка сериала Мелис Дживилек, особенно действуя по указанию своей дочери Фейзи Дживилек, исполняющей роль Нилай, пожертвовать некоторыми людьми, то есть избавиться от них по ее требованию? Фарук Тургут. Да разве такое вообще возможно? Госпожа Мелис очень опытный телевизионный руководитель. Она в свое время фактически управляла такими телеканалами, как АТВ, Шоу ТВ, Канал Д и Стар ТВ. Это человек, который прекрасно понимает, как устроено телевидение. В конечном итоге она тоже получает выгоду и зарабатывает деньги благодаря успеху этого проекта. Неужели человек станет идти на такое только потому, что так хочет ее дочь, или потому что дочь выдвигает какие-то требования?
Разве такое возможно? И потом, разве я бы это допустил? Тогда кем бы я там был? В отрасли меня знают как продюсера с определенными принципами, позицией и репутацией. Если бы я оказался в таком положении, когда дочери госпожи Милис кто-то не нравится, одного нужно убрать, другого привести, я бы с этим соглашался, я бы немедленно закрыл этот проект. Я бы просто этим не занимался. Если бы я оказался настолько беспомощным, то сказал бы: хорошо, тогда я вообще не буду заниматься этим бизнесом. Ведущий: но ведь вы уволили Доукана Гюнгера, который исполнял роль Фатиха, из-за запрещенных веществ. Фарук Тургут: не я его уволил. Самое большое невезение Доугана заключалось в том, что он оказался одним из первых, кто попал под подобную операцию. Мы с Доуканом почти 4 года прекрасно и с удовольствием работали вместе. Он мой хороший друг, которого я очень ценю. Просто с ним произошла крайне неприятная ситуация. Поскольку телеканал, с которым мы сейчас сотрудничаем, находится под государственным управлением, точнее под фондом страхования сберегательных вкладов Турции, и руководство было назначено именно этим фондом, они получили соответствующее указание от определенных инстанций о том, что актеры, употребляющие запрещенные вещества, не должны сниматься в сериалах Шоу ТВ. Ведущий: но во время последней операции Фейза Дживелик, исполняющая роль Нилай, тоже получила положительный результат теста на запрещенные вещества. Планируют ли применять к ней те же меры? Фарук Тургут: прежде всего хочу сказать следующее. Когда я заключаю контракт с актерами, я никогда и ни при каких обстоятельствах не вмешиваюсь в то, что они едят, пьют или как живут. В конце концов, я человек, который нанимает талант актера для того, чтобы он воплотил на экране персонажа, созданного сценарием. Что человек делает в своей личной жизни, что пьет, что ест, куда ездит отдыхать, где развлекается по вечерам, меня это совершенно не касается. Кроме того, всем известны мои принципы, известно, какую позицию я занимаю, с какими телеканалами работаю. Всем хорошо известно мое отношение к социальным и общественно-политическим вопросам в проектах, которые я создаю, и моя принципиальная позиция. Для меня на первом месте всегда стоит человек. Я никогда не принимаю решения о людях, исходя из их образа жизни или политических взглядов. Ситуация с Фейзой отличается. Когда Доуган должен был покинуть сериал, проект шел в эфире, и когда телеканал выдвинул такое требование, я был обязан его выполнить, потому что в противном случае у нас возникли бы очень серьезные проблемы в отношениях с телеканалом. Сейчас сериал не выходит в эфир. До сентября остается еще 4 месяца. За эти 4 месяца может произойти очень многое. Может смениться руководство канала, назначенное фондом. Канал могут продать, структура управления может измениться. Пока мы не увидим, как будут развиваться события, я не считаю правильным уже сегодня делать какие-либо категоричные заявления о том, что будет через 4 месяца. Ведущий: то есть, если руководство канала скажет вам: мы не хотим видеть Фейзу в сериале после этой истории, вы сможете что-нибудь сделать? Фарук Тургут: тогда сериал может вообще закончиться. Ведь дело здесь не только в Фейзе. Есть объективная реальность. Сценарист этого сериала госпожа Милис. Не дай бог никому оказаться перед испытанием, связанным с собственным ребенком. Это очень тяжелая ситуация. И я сам не стану участвовать в чем-либо, что поставит госпожу Милис в еще более сложное положение. Это моя абсолютно четкая позиция. Если давление по этому вопросу станет очень сильным, если мы внутри команды сможем найти решение, которое позволит с этим справиться, тогда хорошо. Но если нам не удастся найти такой выход, то что поделать? Сериал уже дошел до 138 серии. Если продолжать еще больше невозможно, значит невозможно. Тут уже ничего не поделаешь. Ведущий: допустим, вам все же удастся найти решение. Тогда не получается ли, что с Доуканом поступили несправедливо? Фарук Тургут: да, я согласен, что по отношению к Доукану это было несправедливо. Самая большая проблема заключалась в том, что он оказался одним из первых, кто попал под эту кампанию. Более того, я совершенно открыто говорил об этом и руководству телеканала. Сейчас многие актеры, у которых в ходе этих проверок тест оказался положительным, совершенно спокойно получили роли в новых сериалах АТВ и Канал Д. Более того, работу нашел и сам Доукан. Уже через неделю после ухода от нас он подписал контракт на новый проект для Канал Д. То есть то, что не считается серьезной проблемой для Канал Д, АТВ или Стар ТВ, в основном становится проблемой именно для Шоу ТВ и ТРТ.
Причина этого в том, что сейчас эти телеканалы фактически находятся под государственным управлением. Поэтому да, Доукана действительно жаль, но повторю еще раз, это не я его уволил, решение о его уходе принимал не я. Ведущий. Может ли Сыла вернуться к роли Доа? Фарук Тургут. Нет-нет. Мы принципиально не возвращаем тех, кто однажды ушел. Если человек уходит, значит на это есть какая-то причина. Иначе зачем ему уходить? А раз ушел, значит решил попробовать свои силы где-то еще. Есть еще один момент. В долгоиграющих проектах актеры обычно начинают сниматься за вполне разумные гонорары. Затем каждый год они получают повышение, потом еще одно и постепенно доходят до определенного уровня. Но потом они видят, сколько на рынке получают актеры, которых считают равными себе по статусу, и тогда у них возникает мысль: я здесь снимаюсь за 3 условные единицы, а люди моего уровня получают 6-7, уйду отсюда и сам буду получать 7. Именно по такой логике они и действуют. Так произошло и с Села. У меня она получала 5 условных единиц, а потом ушла в другой проект, где ей предложили 12, но тот сериал закрыли уже после 5 серий. Ведущий. С Межге Узман, которая играла Алев, произошла такая же история? Фарук Тургут. Нет, с Межге Узман ситуация была другой. У нас не возникало никаких финансовых разногласий. У нее были свои личные проблемы и переживания. Работа в сериале и сама атмосфера съемочной площадки стали даваться ей все тяжелее. К тому же после 2 сезонов она уже не была довольна тем, в каком направлении развивается сценарий. Кроме того, на нее сильно повлияла сама сюжетная линия. Ее героиня была любовницей женатого консервативного мужчины. Эта роль вызывала у нее довольно тяжелые эмоциональные переживания. Хотя на самом деле это всего лишь роль, всего лишь персонаж. Но есть зрители, для которых грань между реальностью и вымышленной историей настолько стирается, что они начинают воспринимать происходящее в сериале как настоящую жизнь. Ведущий. Кто еще ушел с клюквенного щербета? Кого мы больше не увидим в новом сезоне? Фарук Тургут. Ушел имам, ушел отец имама, ушла Чимен. И еще ушла госпожа Сönmez. Вот, пожалуй, и все. Но придут новые актеры. К нам уже присоединился Мурат Айген. Кроме него появится еще 3-4 новых персонажа. История постоянно обновляется. Ведущий. Госпожа Салком ведь упала с балкона. Она будет в новом сезоне? Фарук Тургут. Будет. У нас сцены с балконом уже стали фирменной особенностью. Последние 2 сезона мы постоянно кого-нибудь сбрасываем с балкона. И, как правило, те, кто падает, не умирают, а потом спокойно продолжают жить своей обычной жизнью. Мы рассказали вам самые интересные моменты из интервью продюсера «Клюквенный щербет». Делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.